Новые преступления российских военных. Мужчина с ножом пробрался на территорию школы. Лёва Би-2 стал иноагентом дважды. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, я расскажу подробности. Продолжает расти количество пострадавших от ракетного удара по Сумам. Их уже 119, среди них 15 детей. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, 11 раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии. 34 человека погибли, в том числе 2 ребенка. Напомню, Россия ударила 2 «Искандерами» по городу Сумы накануне утром. Эта атака стала крупнейшей по числу жертв среди гражданских лиц с 23 года. В российском Минобороны сегодня, наконец, прокомментировали ее. Там заявили о ликвидации более 60, конечно же, военнослужащих ВСУ во время совещания. И особо подчеркнули, что украинские военные проводят мероприятия в густонаселенных районах, что создает угрозу для мирных жителей. Однако новая газета «Европа» со ссылкой на военных экспертов пишет, что как минимум одна из ракет была начинена шрапнелью. И применять такое оружие в густонаселенном месте – это прямое нарушение правил ведения войны и Женевской конвенции. На этом фоне будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу АРД заявил, что атака на Сумы – это, цитата, «серьезное военное преступление, и Киеву нужна помощь, чтобы продвинуться вперед в конфликте». Со своей стороны он готов предоставить Украине дальнобойные ракеты «Таурус», если союзники будут не против. Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, и американцы делают это в любом случае. Это должно быть согласовано совместно. И если это будет согласовано, то Германия должна принять в этом участие. Мерц также добавил, что в последние 3 года украинская армия лишь реагировала, но сейчас ей необходимо выйти из оборонительной позиции. Она, цитата, «должна иметь возможность сама определять части этих событий». Конец цитаты. Кроме того, в ходе встречи глав МИД ЕС в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз собрал 2/3 обещанных Киеву боеприпасов. Она также сказала, что в 2025 году европейские страны уже обязались выделить 23 миллиарда евро на поддержку Украины. Постоянная рубрика «Преступления, вернувшихся с войны». В Алтайском крае арестовали военного, который во время распития спиртного ударил собутыльника кухонным ножом. Тот скончался. Выяснилось, что военный приехал домой в отпуск. А в Ленинградской области нашли забитую до смерти женщину. Полиция задержала 32-летнего военного, который, как выяснилось позже, был на фронте и самовольно оттуда сбежал. Видимо, продолжать преступление дома. Боец Ахмата сообщил о вывозе 50 тел погибших из зоны боев в Курской области. Интервью у него взяли журналисты издания Financial Times. Член батальона Ахмат Иса Салим Султанов рассказал, что он лично перевез из ранее занятой ВСУ части региона в Курск более 50 тел жителей, погибших за время оккупации. Суд же он назвал фактически разрушенной, отметив, что украинские военные гуманно обращались с ее жителями. Но, по его словам, обращение было хуже в соседних деревнях. Издание отметило, что не может проверить все эти сведения. Ранее российские издания 7 на 7 и агентства насчитали минимум 50 погибших в зоне оккупации жителей области. В октябре прошлого года посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявлял о гибели 70 человек. В Красноярске мужчина с ножом пробрался на территорию школы. В сети появилось видео, на котором силовики его уводят. По данным местных телеграм-каналов, во время уроков сотрудники школы номер 153 увидели раздетого человека на территории и нажали тревожную кнопку. Оказалось, что у мужчины был нож. Его обезвредили и задержали приехавшие на вызов росгвардейцы, а затем передали полиции. Утверждается, что нарушитель находится в неадекватном состоянии. На юге острова Сахалин с приходом весны сошли дороги. Это трасса в Тамаринском районе. Сообщается, что ранее ее подтопило. Проезд, само собой, закрыт. Восстановить дорогу смогут только после схода воды. На месте работает тяжелая техника, разбирая насыпь. Также обвалились междугородние трассы в Холмском и Корсаковском районах. Во всех случаях грунт просто проваливается с насыпи. Мощный пожар в Петербурге. В Приморском районе на севере города загорелся ангар. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Дым от него видно за несколько километров. К данному моменту горение удалось локализовать. Информации о пострадавших нет. К тушению привлечены более 60 пожарных и 15 единиц техники. Причины случившегося пока не называются.
На момент прибытия первых подразделений уже пожар имел развившуюся форму, было открытое горение, интенсивный выход температуры и густого черного дыма. Все это прекрасно могли наблюдать. Существовала угроза распространения пожара на 3 соседних здания в непосредственной близости. Достаточно высокая температура была, поэтому с учетом распространения пожара и угрозы возможного взрыва транспортных баллонов, которые до сих пор находятся внутри, пожару был присвоен дополнительный номер сложности. Количество беременных несовершеннолетних в Кемеровской области выросло почти на 33%. При этом 4 девочки оказались младше 15 лет. Об этом пишет издание НГС-42 и приводит цифры для сравнения. В 2023 году в регионе было зафиксировано 388 подростковых беременностей, а в 2024 – 515. Хотя до этого с 2021 года показатель планомерно снижался. В аппарате детского омбудсмена региона изданию заявили, что работают над предотвращением нежелательных беременностей. При этом ранее власти Кузбасса ввели единовременную выплату 100 тысяч рублей для забеременевших школьниц. Леве из группы Би-2 присвоили статус иноагента во второй раз. Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов его под именем Егор Бортник. Это настоящее имя музыканта. Теперь же его внесли туда и под именем Игорь. Лева значится в реестре теперь так. Бортник Егор, в скобках Игорь Михайлович, Лева Би-2. Связанный с силовиками телеграм-канал «Шот» пишет, что на имя Игоря у музыканта есть паспорт, банковские счета и коммерческая деятельность. Так что он мог спокойно продолжать работать в России и получать доход. Теперь же провластные каналы радуются победе режима над неугодным певцом. Пресекли, мол, махинации. В Петербурге и Вашингтоне могут пройти матчи между игроками НХЛ и КХЛ. О непубличных переговорах по этому поводу рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки. Игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь. Самое сложное. Ранее с идеей подобных хоккейных матчей выступил Владимир Путин, а Дональд Трамп ее поддержал. Трамп открыл памятник самому себе в собственном гольф-клубе в Мар-а-Лаго. Название изваяния скромное – «Монумент непокорности». Это подарок Трампу от его друга, бизнесмена и бывшего кандидата в Конгресс Нью-Йорка Энтони Константино. Он же и показал у себя на странице, как выглядит памятник. Константино также написал, что на открытии монумента Трамп был, цитата, «в счастливом, шутливом настроении». Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, так вы помогаете нам шире распространять информацию. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. Берегите себя.